Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике по вашей просьбе я разберу компанию сектора технологий, отрасль разработчиков программного обеспечения, компанию Intuit. Оценим ее по финансовым показателям и определим для нее внутреннюю норму доходности при удержании компании на горизонте 10 лет. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры компании Intuit и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Для начала давайте ознакомимся с компанией. Intuit – это американская компания, основана в 1983 году. Компания является разработчиком программного обеспечения для проведения финансовых операций и налогообложения. Наши глобальные продукты и платформы разработаны, чтобы помочь потребителям и малому бизнесу управлять своими финансами, экономить деньги, выплачивать долги и управлять налогами. Бизнес компании построен на нескольких сегментах. Давайте ознакомимся с их направлением деятельности. Компания предлагает свои продукты и услуги в 4 бизнес-сегментах. Эти сегменты включают в себя малый бизнес и самозанятые, потребитель, кредитная карма и ProConnect. На графиках снизу вы можете увидеть, как развивается тот или иной сегмент, и на графиках детально показан рост каждого бизнеса в целом из года в год. Сегмент кредитная карма был введен в действие с 2021 года, компания инвестировала в него порядка 8 миллиардов долларов, и по итогу работы за 2021 год выручка в данном сегменте составила порядка 900 миллионов долларов, что является весьма неплохим результатом. Если смотреть на процентное соотношение по доле выручки, то сегмент малого бизнеса и самозанятых и сегмент обслуживания потребителей составляет 49 и 37% соответственно. Стоит отметить, что за последние 3 года компания развивает новые направления и несколько снижает процентное соотношение выручки по основным бизнесам. То есть ее деятельность направлена на диверсификацию деятельности. Это безусловно является положительным сигналом. По данному слайду вы можете заметить, как компания развивалась и приспосабливалась к рыночным изменениям с момента создания и размещения своих акций на бирже. Начиная с 1993 года, с момента выхода компании на IPO и каждые последующие 10 лет, компания демонстрировала невероятный рост с точки зрения роста финансовых показателей и роста котировок. Как вы видите, рост стоимости акций обгонял индекс NASDAQ. А что же спровоцировало столь бурный рост стоимости акций, давайте разберемся с этим. Данный рост акций и увеличение финансовых потоков был обусловлен активной и успешной инвестиционной деятельностью. По данному слайду вы можете заметить приобретение компании за последние 9 лет. Компания активно инвестирует и расширяет свой бизнес, что безусловно является положительным сигналом. Компания активно выплачивает дивиденды, и ее можно расценивать как актив по стратегии рост плюс дивиденды. Но об этом мы остановимся чуть позже. Что касается приобретений, как было упомянуто ранее, в 2020 году Intuit объявила о покупке кредит Karma на общую сумму 8 миллиардов долларов, что способствовало увеличению роста финансовых потоков и расширению ее сферы деятельности. Касаемо программы обратного выкупа акций, 20 августа 2021 года Совет директоров утвердил новую программу обратного выкупа акций на сумму до 2 миллиардов долларов, что составляет порядка 1% капитализации компании. Также одна из последних значимых новостей касается приобретения компании MailChimp. Данная новость анонсирована 13 сентября 2021 года. Intuit объявила о согласии на приобретение MailChimp, глобальной платформы для взаимодействия с клиентами и маркетинга для растущего малого и среднего бизнеса. Сделка оценивается в 12 миллиардов долларов. Как можно заметить, компания активно инвестирует, расширяется, увеличивает сферу своего влияния, и это, безусловно, положительно сказывается на росте ее финансовых показателей. А теперь давайте поподробнее остановимся на динамике роста финансовых потоков и проследим, насколько эффективно были инвестированы денежные средства на покупку активов. Что касается выручки, то она растет,
имеет восходящий тренд. Выручка с 2012 года с 4 миллиардов долларов выросла до 9,5 миллиардов долларов в 2021 году, что составляет рост порядка 10% в год. Чистая прибыль также растет, в среднем практически на 11% в год. Чистая прибыль растет быстрее выручки, что является безусловно положительным фактором. Свободный денежный поток также растет, в среднем на 13% в год. Количество акций, находящихся в свободном обращении, снижается, в среднем на 1% в год. По данному слайду все в норме, вопросов не возникает. Так же, как было упомянуто ранее, у Intuit действует программа обратного выкупа акций, что безусловно является положительной новостью. Чистая маржинальность подрастает и находится на достаточно высоком уровне, порядка 20%. Рентабельность активов высокая, равна практически 16%. Этот показатель характеризует прибыль, получаемую в компании с каждого доллара, потраченного на формирование активов, то есть насколько эффективно используются активы компании для генерации финансовых потоков, то есть прибыли и выручки. Рентабельность инвестиций составляет 20%. Этот показатель говорит нам об уровне доходности и отдаче инвестиций на вложенный капитал. Рентабельность собственного капитала составляет 27% и находится на достаточно высоком уровне. Этот показатель говорит нам о том, как в компании работают средства акционеров. Для сравнения, средний показатель ROE по рынку равен примерно 12%. Что касается дивидендной доходности, то компания на протяжении 9 лет подряд ежегодно увеличивает дивидендные выплаты. В настоящее время дивидендная доходность составляет менее 1%. Среднегодовой рост дивидендных выплат за последние 5 лет составляет практически 15%. Процент прибыли, который компания направляет на выплату дивидендов, составляет порядка 24%. По долговой нагрузке по итогам работы за 2021 год она составляет 24% к собственному капиталу. По графику видно, как компания рационально использует финансовый рычаг, сначала приобретает долговые обязательства и затем планомерно погашает их. При этом она приобретает активы и растут ее финансовые потоки. Можно сказать, что компания держит долговую нагрузку на комфортном уровне, и проблем с выплатами долговых обязательств не возникает. Активы у компании подрастают, как и обязательства. По итогу мы видим величину активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал в последние 5 лет растет. По данному направлению также все в порядке. Что касается инсайдерской информации, то сделок на покупку не зафиксировано. Есть только продажи акций. Но на данную информацию обращать внимание не стоит, так как корпоративная политика предполагает поощрение руководства акциями компании, и они их продают в случае необходимости. Если рассматривать компанию с позиции ростового потенциала за прошлый отрезок времени, а именно за последние 5 лет, то среднегодовая доходность выше роста индекса S&P 500 и индекса Morgan Stanley Technology. Данная информация приведена в годовом отчете 10К за полный финансовый год. То есть, купив акции компании Intuit в 2016 году в размере $100 и с учетом реинвестирования дивидендов, в 2021 году мы получили бы практически $500, что составляет пятикратный рост за 5 лет. Вы можете заметить, что существенный рост произошел в 2020-2021 году. Что касается сравнения доходности компании с индексами S&P 500 и NASDAQ за более длительный промежуток времени с 2010 года, то в этом отношении компанию Intuit также обгоняет данных представителей в 3-5 раз. Прошлые достигнутые показатели впечатляют, но нам важно понимать, является ли компания в настоящее время привлекательной для инвестиций, какую доходность мы получим при длительном горизонте инвестирования, а может быть компания не является в настоящий момент настолько привлекательной для того, чтобы гарантировать нам двухзначную норму доходности. Давайте попробуем определиться с этим вопросом. Для начала давайте познакомимся с мнениями аналитиков. По мнению аналитиков, общий прогноз строгая покупка. Прогноз основан на мнении 10 аналитиков, которые сделали свои прогнозы за последние 3 месяца. На будущий год средний консенсус прогноз по стоимости акций ожидается на уровне $628 за акцию, что выше текущих отметок на 14%. Наивысшая оценка по стоимости акций равна $695, наименьшая $584. То есть аналитики ожидают рост по данному активу. Касаемо прогнозов компании, компания честна перед своими акционерами и на официальном сайте в разделе «Для акционеров» и в годовом отчете открыто говорит о своих планах на 2022 год. Компания ожидает увеличения выручки в 2022 году по отношению к 2021 году на 15-16%. Обратите внимание, что с 2019 года рост выручки составлял 13%,
В 2020 году также 12%, а в 2021 году рост выручки составлял 25% по отношению к предыдущему году. То есть компания ожидает несколько ниже рост выручки, примерно на уровне 2019-2020 года, что является также неплохим результатом, сохраняя при этом двухзначный рост. Касаемо операционной прибыли по ГААП, ожидается рост в 2022 году от 4 до 7%, прибыли не по ГААП от 16 до 18%. Прибыль на акцию по ГААП ожидается на уровне 2021 года, а прибыль на акцию не по ГААП ожидается рост от 13 до 16%. Хотел бы привести данные из сайта Guru Focus по прогнозам, которые дают аналитики, и в данном отношении заметна разница в прогнозах аналитиков по отношению к прогнозам компании. Цифры аналитиков разнятся в сторону увеличения. Компания дает свои прогнозы только на 2022 год, на 2023 год я посчитал рост, основываясь на мнении аналитиков. Если подытожить, то можно предположить, что рост выручки и прибыли будет на уровне 15% в год. Данную концепцию я также использую для расчета потенциальной доходности инвестиций. А теперь давайте сравним компанию с конкурентами по базовым показателям. Следует отметить, что прочитав годовой отчет компании по форме 10К, вы поймете, что компания открыто говорит не только о своих планах и прогнозах, но и о своих конкурентах, выделяет свои конкурентные преимущества по отношению к ним. Почитайте обязательно отчет самостоятельно, вам будет интересно. В таблицу сравнения включены компании, а точнее только часть их, с которыми конкурирует Intuit. Среди конкурентов компания выделяет Automatic Data Processing, Paychex, Global Payments, Square. Как вы видите, данные компании находятся несколько в разных отраслях, и тем не менее в процессе своей деятельности компания Intuit конкурирует с ними. Итак, давайте сравним компании. По мультипликатору P на E Intuit торгуется с показателем 70, что является высоким значением. По конкурентам данный параметр также выше нормы, что в какой-то степени является особенностью отрасли. По историческому значению P на E компания торгуется выше среднего исторического параметра в 2 раза. Остальные параметры, такие как PS, PB, Price to Free Cash Flow, PEG, смысла нет обсуждать, они находятся выше допустимого параметра. Компания торгуется по дорогим мультипликаторам. В зеленой зоне остается долговая нагрузка, она в норме, и по выплате дивидендов компания направляет 30% от прибыли на выплату дивидендов, что является допустимым параметром. Компанию можно охарактеризовать как нейтральной к покупке, мультипликатор в настоящее время находится выше допустимой нормы. Давайте теперь посмотрим на справедливую стоимость. Исходя из достигнутых показателей по выручке и прибыли, а также прогнозов компании на будущий период, я сделал расчет по справедливой стоимости акций на последующие 10 лет методом дисконтированного денежного потока и на основе показателя стоимости EV и EBITDA. При расчете стоимости акций на основе метода дисконтированного денежного потока я получил стоимость к 2031 году $713. Рост денежного потока я планирую начать с 12% и далее уменьшать его на 0,5% ежегодно. Рост свободного денежного потока в 12% является средним историческим показателем для компании за последние 9 лет, и я этот показатель уменьшал, применяя при этом консервативную стратегию, предполагая, что такой уровень роста для компании будет тяжело поддерживать в долгосрочном плане. На основе стоимости компании и EBITDA я получил прогнозную стоимость в $990 к 2031 году. Рост EBITDA я также уменьшал с каждым годом, так как компания будет тяжелее развиваться такими же темпами в будущем. И рост EBITDA я начал с 15%, отталкиваясь от прогнозов компании на 2022 год, и с каждым годом я уменьшал его также на 0,5%. А количество акций, находящихся в свободном обращении, я уменьшал в среднем на 1% в год, что является средним значением по компании. Взяв по 50% от каждого параметра, я получил стоимость акции к 2031 году порядка $851. А теперь, друзья, давайте определим внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности – это коэффициент, показывающий минимальный приемлемый уровень доходности в год при вложении в компанию на долгосрочную перспективу. То есть внутренняя норма доходности при цене акций $551 на горизонте 10 лет будет составлять 8,4%. И этот показатель ниже среднегодовой доходности индекса S&P 500. Возврат на капитал при этом составит порядка 2 раз. Конечно, можно предположить, что эта доходность получилась с учетом консервативной стратегии. Если предположить, что компания будет развиваться в будущем
периоде куда быстрыми темпами, то доходность уже будет выше. Но я для себя определяю несколько заниженные прогнозы для того, чтобы был запас прочности и уверенности, что компания при таких уровнях и условиях сможет сгенерировать двухзначную доходность. Поэтому мы должны выбирать для себя компании с приемлемым уровнем доходности порядка 10% в год. И по компании Intuit справедливую стоимость я бы определил на уровне $485. По таблице справа вы можете заметить, как внутренняя норма доходности меняется в зависимости от стоимости акции. Чем выше будет стоить акция, тем меньшую доходность мы получим на длительном горизонте инвестирования. И чем будет меньше стоить акция, тем больше доходность мы получим. Как вы думаете, друзья, считаете ли вы покупку данной компании хорошей инвестицией или нет? Напишите в комментариях свой ответ, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Давайте теперь подведем промежуточный итог в части оценки базовых мультипликаторов. По первым 6 позициям я повторяться не буду, эта оценка уже была сделана ранее в разрезе с конкурентами. Что касается акционерного капитала, то за последние 3 года он растет, в среднем на 52% в год. Маржинальность бизнеса равна 21%, что является весьма неплохим результатом. Прогноз на будущий период позитивный. В 2022 и в 2023 году ожидается увеличение выручки и прибыли примерно на 15% в год. Аналитики также ожидают рост стоимости акций от текущих отметок на 14% в ближайший год. По инсайдерской информации сделок в 2021 году не зафиксировано, и по обратному выкупу акций, и если смотреть отрезок за последние 3 года, то компания выполняет дополнительную эмиссию в среднем на 1,5% в год. А если смотреть количество акций, находящихся в свободном обращении за более длительный промежуток времени, за 10 лет, то, как было отмечено ранее, компания в среднем выкупает свои акции из рынка на 1% в год. А теперь давайте подведем итоги всего вышесказанного. Оценим компанию по 5 ключевым показателям. Рост выручки, да, он есть. В среднем рост составляет практически 11% в год. Рост прибыли, да, она увеличивается. За последние 10 лет в среднем на 11%. Свободный денежный поток, да, растет. В среднем на 13% в год. Долг к собственному капиталу составляет меньше единицы. И справедливой стоимости акций нет. Я хотел бы видеть двухзначную норму доходности, а при текущей стоимости она равна примерно 8-8,5%. И меня этот рост не устраивает, так как я хотел бы видеть снижение стоимости до уровня $485 или ниже. Компания, безусловно, интересная, с растущими финансовыми потоками, и она заслуживает внимания. Друзья, ни в коем случае не примите мой обзор в качестве рекомендации. Проведите собственный анализ, какая стратегия вам подходит, ростовая или дивидендная. Возможно, вам будет комфортнее заходить в компанию с небольшой позиции, с возможностью усреднения, дабы не потерять точку входа. Но мы посчитали справедливую стоимость компании, и теперь нам остается ждать, пока компания не скорректируется. Ведь рынок сейчас очень волатилен, как и компания. Мы знаем, какую доходность мы получим, купив акции Intuit прямо сейчас, и нам остается дождаться снижения и купить акцию по привлекательной стоимости. Я определяю справедливую стоимость компании, основываясь на денежном потоке и стоимости компании как бизнеса, который генерирует прибыль, и таким методом можно предположить потенциальную доходность, то есть справедливую стоимость акции. И таким методом можно предположить потенциальную доходность и справедливую стоимость компании. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, держите ли вы ее в своем портфеле. Также напишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах, а также не забывайте подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео. Мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!